Друзья, всем привет, с вами Ольга Старшая. Сегодня будет необычное, не совсем обычное видео. Сегодня видео будет для людей, которые не являются конструкторами, но хотят разобраться немножко в построении лекал, как они, собственно говоря, строятся, как набрать необходимую форму. Сегодня поговорим, наверное, точно о головных уборах, о всяких шапках, шляпах, кепках и такое прочее. Каким образом можно моделировать, ничего не понимая в выкройках. Итак, да, забыла сказать, в конце видео хочу показать вам работы ребят из моего сообщества Postal 3D, ссылочку на которую вы можете найти в описании к этому видео. Присоединяйтесь. В будущем я собираюсь показывать также работы участников этого сообщества, потому что мне очень хочется делиться красотой, которую вы тоже создаете вместе со мной. Ну, а сейчас погнали. Так, у меня есть вот такой вот болван, раз уж мы про шапки, шляпы и подобное. О чем сегодня хотелось бы поговорить? Самая банальная, простейшая шапка, которую вы можете создать, состоит просто из примитивных фигур. Это прямоугольник. Так, насколько я помню, длина его, давай, пусть будет 12 высота, а длина, по-моему, 52. Для того, чтобы показать, что я хочу тут делать, мне нужно будет создать жесткий пресет ткани. Поэтому переходим в физические свойства. Trims, Go, Laser. Так, и работать я предпочитаю с квадровой сеткой. Она мне больше прям нравится. И 5 particle distance. Хотя сейчас это не обязательно. Так, у моего болвана есть силовые поля и вот такие вот точки, arrangement, по которым я могу располагать эти лекала. Если вам интересно, как настраивать на подобных аватарах эти самые точки, силовые поля, напишите, пожалуйста, в комментариях, я обязательно сниму отдельное видео на эту тему. А пока просто продолжим. Так, что мы тут имеем? Вот у нас прямоугольник. Сшиваем его. Там у нас получилась шапка. Уже шапка. Осталось прицепить на нее сверху колпак. Так, что-то мне не нравится. 52. Давайте-ка я попробую. Пусть будет еще на 2 сантиметра. Пусть будет 54. Вроде да. Окей. Так, что это за шапка у нас такая? Это шапка. Есть такая шапка, называется кубанка. Нам осталось только прицепить на нее донышко. Как нам рассчитать вот это донышко? Давайте для начала просто создадим круг. Сделаем ему все настройки. Квадровая сетка. И, значит, как мы будем его рассчитывать? Нам нужно рассчитать его диаметр, потому что если мы будем менять высоту, ширину, то у нас есть высота и ширина этого круга. Соответственно, она равна диаметру этого круга. Как рассчитать диаметр круга? Мы смотрим, что у нас окружность, вот это вот у нас окружность, 54 сантиметра. Так, значит, для вычисления окружности есть формула 2πr, где число π это постоянное 3,14, а r это радиус, помноженный на 2. Радиус, помноженный на 2, является диаметром. То есть, если мы 54 разделим на 3,14, то мы получим длину диаметра этого круга.
Итак, 17, 19. Ну, давайте так и сделаем. Так. 17, 19. Окей. А теперь смотрим. 13,5. Да, ровно 54 сантиметра. Как можете видеть, возле курсора подписано. Что теперь с этим делаем? Давайте это мы пришьем. Идем сюда. Так, что-то я промахнулась. Сюда, сюда. И настраиваем шов. Шов нам нужно настроить на 90 градусов. Так. И для того, чтобы не мудохаться с расположением, нажмем Ctrl/. Так, это мы заморозим и просимулируем. Размораживаем, симулируем. Вуаля, первая шапка готова. Если вам не нравится, что сбоку она расширяется, а в профиль она сужается, это мы можем решить с помощью... То есть надо вытянуть вот этот кружочек вот таким вот образом. Так, да, кстати, какой у нас был размер? Я уже забыла. Так, 100. 17, 19. Ну, давайте уберем, например, отсюда 2 сантиметра. Ой, 15, 19 будет, да? 15, 19. А здесь, соответственно, прибавим 2 сантиметра. То есть сделаем 19, 19. Это не совсем как бы точное измерение. Видите, здесь не должно быть 13,5, а у нас 13,54. Ну, можем буквально чуточку прибрать. Например, сделать 19,1 и посмотреть. Ну, практически, да. На 1/100, короче, на 1/100 сантиметра. О, все. Вот теперь у нас такая шапка получилась, типа, как бы ровно под голову. Дальше. Что мы можем еще с этим поэкспериментировать? Давайте отменю все. Пусть у нас будет круг. Так. Окей. Допустим, мне бы хотелось сделать шапку какую-то коническую в одну или во вторую сторону. Ну, давайте попробуем коническую шапку конической формы, которая такая высокая. Значит, первым делом давайте я это увеличу с сантиметров до 20, например, да. Так, вытащим вот это. Сошьем. Дадим ей устаканиться. Отлично. Вот у нас такой колпак получился. Как нам сделать коническую шапку? Значит, первым делом давайте я это заморожу. Давайте определимся, какого мы хотим. Я думаю, насколько это будет сходиться, будет зависеть все-таки вот от этого кружочка. Допустим, я хочу, чтобы он был там 12 сантиметров, да? Хотя это много, наверное, сантиметров, допустим, 8 в диаметре, да? Вот. И что нам теперь делать? Мы, конечно, можем тут что-то попытаться вот это вот эластиком сделать. Но давайте сделаем уже по-нормальному, по-человечески. У нас есть прекрасный инструмент, называется fullness. Fullness — это как бы, если на русский перевести, раствор
меня закройщики и конструктора поймут, люди не конструктора не поймут. Как бы разворачивание ткани. Сейчас проще показать, чем что-то это. Значит, смотрите. Первым делом мы ставим точку там, где у нас ничего меняться не будет. А вторым делом мы ставим вот так вот линию там, где мы хотим изменить этот раствор. Так вот. Да, кстати, до чего же я его должна менять-то? Мне сначала нужно узнать окружность. Так, окружность 25 и 13. Окей. Значит, это сначала мы ставим вот здесь вот, где ничего не меняется, потом где будем изменять что-либо. Итак, я опять забыла число. Оля, вообще память. 25, 13. Окей. 25, 13. Мы вот это вот должны поменять на 25. Так, а я не там меняю, балда. Я не в том месте меняю. Извиняюсь. Вот здесь вот во второй строке мы меняем 25, 12. И у нас получилась вот следующая форма. Такая конусная, да? Как будто бы это будет, значит, так. Давайте вот это заморозим. А вот это, наоборот, разморозим и сошьем. Опа! Смотрите, что получилось. Класс! Класс! Сделали коническую форму. Дальше. Если нам нужно сделать все в точности наоборот, расширить форму во внешнюю сторону, да, а не сделать ее конической, то сделаем мы все тем же инструментом, но только в другой последовательности. Отменяю все это. Вернись. Я все прошу. Так, окей. Допустим, я хочу, наоборот, сделать вот этот круг намного больше. Так, я хочу, чтобы он был, допустим, 30 сантиметров в диаметре. Давайте посмотрим, что это у нас за окружность такая. Так, 94, 24. Опять используем тот же инструмент. Сначала неизменную сторону помечаем, потом изменную. И вот во второй строке пишем 94, 24. Окей. И мы получили снова такую полуокружность. Давайте-ка я это заморожу. И я попробую здесь Ctrl/. Ну, такое что-то... О, no. Давайте я не буду Ctrl/. Пусть оно так пришивается, как хочет. Вытаскиваем. Вытаскиваем из аватара. Так, давайте я его так вытащу. О! Вуаля! Это... Значит, при такой форме, чтобы у нас крышка была плоской, нам нужно сделать здесь меньше 90 градусов, может быть 80, а может быть 70. Думаю, что где-то 70. Опа. И вот такой вот у нас получился чепец, что называется. Дальше. Что мы можем еще с этим делать? Давайте попробуем, чтобы она никуда не уезжала. Подошьем это на какую-нибудь... Так, ширина 54, высота 2. И давайте я разверну это. И сделаем следующее. Rotate. Parallel to X.
Опа. Так, у нас здесь вот это вот дребедень. Это мы убираем remove all baselines. Вот это мы делаем квадовой сеткой. 5 миллиметров. И подшиваем следующим образом. Это сюда. И вот это сюда. А это Ctrl/слэшем мы можем сделать. Отлично. Супер. Так, давайте я подниму. О. Супер. Все. Шапка расположилась. Знаете, что я сделаю? Я сейчас вот это вот деактивирую. Дам расположиться вот этой полосочке. Потом я ее... Так, а что у нас тут за skin offset? 0,5. Ну, давайте я единицу поставлю. И еще, наверное, я немножко ужму вот это вот 95. Да. Хотя... Окей, я это заморожу, и потом все вот это вот верну обратно. Все, вот такая у нас шляпа получилась. Чем-то похожа на фуражку, но фуражки, конечно, не так шьются. И для того, чтобы вот здесь вот тоже что-то происходило, давайте поставим больше 180, а может быть даже 210. Окей, теперь на что-то похоже. Что мы еще можем сделать? Мы можем сделать здесь какой-нибудь конус сверху вот из этой штуки. Каким образом мы можем это сделать? Мы можем... Ну, давайте так. X точку посередине поставили. Это сюда. Значит, мы вырезаем отсюда четверть. Cut, да. Дальше что мы делаем? N. Так, вернее, B, чтобы швы поправить. Вот это мы пришиваем сюда. Это сюда. Это сюда, это сюда. Но теперь у нас, конечно же, не совпадает вот это вот с этим. Мы вырезали четверть, да? То есть... И теперь нам нужно увеличить это. Насколько же нам нужно увеличивать? Я предполагаю, что где-то это должно быть 133%. Почему я так решила? Мне сложно вам это объяснить. Наверное, ну ладно, в общем, просто доверьтесь моей интуиции. Давайте посмотрим, получилось или нет. Так, у нас здесь было 94,23, а здесь практически 94. Можем еще увеличить на 1 что-нибудь такое. Ну, практически да. Давайте вот это заморозим. Пошьем. И вуаля, у нас получился конус. Но единственное здесь, теперь нам нужно не 70 градусов, а наоборот, где-то 120, может быть. Давайте я вот это Ctrl-K. Б. А может быть и 100... Да, поострее. Так, что еще? Пластик нам не надо. Как сделать вот здесь вот, чтобы острое было? Мне сложно сказать.
То есть мы могли бы, конечно... Это, наверное, из-за того, что здесь угол. Мы могли бы здесь поставить, например, что-нибудь такое, но боюсь, что это испортит нам угол еще и вот здесь. Поэтому мы этого делать не будем. Возможно... Нет, так не получится. Может быть, мы можем помочь здесь, если мы понарисуем здесь такие штуки. Нет, вряд ли это поможет. В общем, остроты здесь угла не получается. Если тут провести пару штук, получится, нет? Вряд ли, конечно. Не, ничего не получится. Ладно. В общем, такая форма у нас получилась. Дальше можно экспериментировать. Давайте попробуем сделать... Что еще попробуем сделать? Давайте просто берет попробуем сделать. Самый простой, банальный берет. Так, как мы его попробуем сделать? Давайте я разошью вот это. Так, я уменьшу вот это где-то до 2. Это мы... Так, береты высоко... Ой, так низко не носят. Обычно это где-то вот тут находится. И обычно у беретов вот эта часть... Так, обычно у беретов вот эта часть, она присутствует, но она маленькая, где-то сантиметр. Угу. Так, замораживаем и погнали. Итак, мы знаем, что берет, он на основе круга делается. Значит, давайте сделаем сантиметров 27 круг. Так? Хотя, может быть, это и сильно. Ну, бог с ним. Пусть будет такой берет. Хорошо. Копируем Ctrl-C, Ctrl-V. Дальше делаем флип нормалей. И поднимаем это вот сюда. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Так, у меня показана толщина, поэтому непонятно, где лицо, где что. Хорошо. Так, у нас 54, насколько я помню, это было 17-19. Нам нужно расположить круг внутри вот этого круга. Давайте сделаю следующим образом. Просто повыделяю вот эти части и сделаю add internal is align где-то на 4 сантиметра. Так, 7 нам точно не надо, нам нужен 1. Окей. И мы делаем его 17-19. Это было первоначальное диаметр круга. И превращаем его... вам, наверное, этого не видно. Ну, давайте так. Convert to hole. Все, у нас есть дырка. Размораживаем его. И пришиваем. Пришиваем мы, где у нас перед, а где зад. Это перед. Окей. Значит, это сюда. И полагаю, что вот сюда. Возможно, я сейчас ошиблась. Нет, не ошиблась. Великолепно. Пришили. Теперь значит, пришиваем это сюда. А это сюда. Ctrl-K. Оля! Получился не совсем берет, но давайте сейчас все исправим. Во-первых, нам для берета нужна ткань какая-то мягкая. Давай-ка я назову вот это hard. А вот это
будет soft. Значит, что мы в soft положим? Мы возьмем какой-нибудь wool tr plain и вот этим частям назначим вот эту ткань. Так, дальше просимулируем. Вуаля! Но не совсем оно как надо себя ведет, потому что вот здесь вот нужно настроить шов. Он должен быть, по-моему, 200, где-то 230, может быть, градусов. Дальше давайте разморозим, расположим и сделаем вот так. Но у нас какой-то он неаккуратный, этот берет, что ли. Какие-то заломы тут не нравится мне. Что мы сделаем? Возьмем, значит, выделим вот эти все краюшки. Вот этот нам не надо. И сделаем subdivision. И не очень глубоко, где-то на сантиметр. Опа! И уже наши краюшки стали намного более приятными. Давайте еще толщину покажем. И все. И вот такой у нас беретик. Что мы можем сделать дальше? Давайте превратим. Мы можем его тут еще располагать красивенько, по-всячески. Давайте превратим его в кепку. Кепку из 8 клиньев. Так, значит, вот эта вот часть у кепки, она где-то... Такую кепку, знаете, носили ее, не знаю, в 18-м, каком-нибудь 19 веке. Давайте я сделаю это 3 сантиметра. Так. Дальше. Тут у нас будет козыречек. Да. Дальше. С козырьком разберемся потом. Я хочу, чтобы она была не по принципу вот берета создана, да, хотя и такое тоже возможно. Хотя, знаете что, мы можем сейчас забенить сюда этот, как его... Давайте я сохраню. Сейчас я сделаю козырек, сохраним эту версию, да, а потом будем сохранять разные другие версии, потому что это уже похоже на какую-то рабочую версию кепки. Так, как мы будем делать козырек? Берем, делаем шириной где-то, ну пусть будет 18, глубиной 10. Давайте я сделаю, чтобы... Так, чтобы не заниматься сразу Convert Symmetry Axis. Чтобы не заниматься... Да, давайте я сделаю еще и здесь симметричную. Convert to Symmetry Axis. Окей. Так, чтобы две половинки не делать по отдельности. Так, и мне нужна кладовая сетка. Так, первым делом я, наверное, уберу вот эту точку. Я возьму... Так, как у меня? Во. Edit Arc. И сделаю я форму козырька. Потом я ее буду чинить. Так, мне нужен еще один пресет. Который будет супер хард. Так. Как я его сделаю? Я его сделаю из харда. И сделаю следующим образом. Stretch сюда и bending
аж на все 100%. Все, это супер хард сюда. Дальше сделаем где-то сантиметров на 5 сюда заходим. Альца. Опа. Это у нас типа козырек. И пришиваем свободным сшиванием. Сюда. Сюда. Давайте это заморожу. У вот этого шва должно быть больше, чем 180 градусов. Это где-то 200, ну пусть будет 250, допустим, для начала. И усиление на... А не буду я усиление ставить, потому что оно не везде должно быть 250. Прям. Давай посмотрим. И что еще бы я хотела сделать? Давайте так. Что еще бы я хотела сделать? Так, у нас немножко торчит козырек. Значит, как мы можем его... Давайте я его подвину на сантиметр. Пусть он будет поуже. Он должен не очень сильно выступать. Так, и сразу подтягиваем шов. О, все, отлично. И он должен быть как бы потолще. Для этого мы ему тут назначим 1 сантиметр. Extra render thickness. Отлично. Смотрите, как здорово получается. Если мы еще его поставим в Solidify, то он будет совсем жесткий. У меня здесь отключены цвета Solidify, но если показать, то оно крашит в зеленый. Так, все. С козырьком покончили. Вот такая у нас версия кепки получилась. Но я хочу попробовать еще одну версию кепки, которая будет состоять из клиньев. И как вот ее сделать? Давайте это сохраню. Как версию, да, Ctrl-S и пересохраню файл, Save as Project 3, пусть будет 1. Так. Я хочу, чтобы у меня было 6 клиньев. Но для начала я еще кое-что сделаю. Вот это вот я расшиваю. Козырек с вот этой штукой я замораживаю. Это я немножко поднимаю. И хочу сделать проставку между вот этими двумя кругами. Делаем... Да, кстати, сколько-то тут вообще? $84,80. Так. Пусть будет 1 сантиметр. 84 и 8. Окей. Квадовая сетка. Так. Куда я пришивала? Б. Где у меня начинались? В общем, неважно. М. Это сюда. Это сюда. Это сюда. И сюда. Дальше. N сюда. И сюда. Дальше. Для того, чтобы это встало на место. Ctrl/. Опа. И что у нас получается? И у нас получается вот такая прекрасная форма. Мы могли бы тут углы настроить, конечно же. Да, кстати, сейчас у этого кружочка просто жесткий присед. Это похоже на фуражку, но это не совсем фуражка. Кстати, вот вам как примерно строить фуражку. Но на фуражку я, наверное, выделю отдельное видео, потому что есть разные формы фуражек, и хотелось бы осветить это. Сюда делаем софт тканевый присед.
И будем уже как бы работать с тем, что есть. Возможно, я вот эту часть хочу сделать побольше. Где-то 2 сантиметра. Угу. Да, чтобы вот эта шляпа была больше таким грибочком. Так, да, еще вот эта вот часть, вот это вот и вот это, я хочу, чтобы она была 270 угол, чтобы прям вот так вот все было. Отлично. Дальше я хочу превратить это вот из таких вот, из этого блина в шапку из клиньев. И я буду использовать 8 клиньев. Как я это сделаю? Сначала разобьем вот это на клинья. Да, и раз уж мы используем здесь вот этот вот эту вставку, то нам, в принципе, здесь уже, если вы захотите такую фуражку использовать, да, как форму такую, то вам Subdivision здесь не нужен. Опа. Да, вот. Значит, как мы делаем клинья? Вот я сделала 2 эти полосочки. Я сейчас еще сделаю. Отлично. То же самое делаем здесь. Сначала берем 2 вот эти. Так, переворачиваем на 45 градусов. И еще раз рисуем. Отлично. Теперь нужно поразрезать. Если вы захотите разрезать все сразу, вот типа выделить вот это вот и сделать, например, cut and sew, то видали, что получается? Тут какая-то трабла со швами. Поэтому лучше делать это последовательно. Делаем cut and sew. Уже трабла. Окей. Давайте тогда я сделаю remove linked editing. Я думаю, что это из-за вот этого вот дела все. Тогда уж мы можем и швы сделать. 1 шов на всю Ивановскую. Так. Я думаю, что это из-за симметрии. У него там какая-то трабла. Cut and sew. Угу. Вертикальную он что-то плохо с ней обращается. Cut and sew. Все, здесь ничего не порушилось. Теперь, если мы попробуем вот это все разрезать, cut and sew, то должно тоже быть все нормально, да. Так, cut and sew. Да. Делаем то же самое здесь. Сначала разрезаем эту горизонтальную cut and sew, потом все остальное. Cut and sew. Cut and sew. Отлично. Теперь нам нужно разрезать вот эту полосочку на 8 равных частей. Так, 84, 80. 84, 8 разделить на 8. 10 и 6. Окей. Делаем следующее. Add internal isoline. 10 и 6. И нам нужно таких 7 штук. Опа. Теперь делаем cut and sew. Разрезать и сшить. Супер. Отлично. Теперь мы делаем следующую историю. Я сейчас буду работать с одним клинышком, а потом я его продублирую. А вот это все я пока удалю. Значит, где у нас что? Это у нас пришивается сюда, а это сюда. Так, давайте посмотрим по швам.
Нет. Вот так. Ну-ка. Это сюда, а это сюда. Отлично. Значит, берем вот это, делаем мердж. Потом берем вот это и делаем мердж. Потом переворачиваем все это. Так. И удаляем отсюда все базовые линии. У нас получилась такая грубая форма одного клинышка. Так. Так, теперь, кстати, мы можем работать с симметрией, потому что клинышки я уже нарезала. Где ж тут этот конверт? О, все. Супер. Угу. Все, это работает отлично. Так, это у нас вот эта часть, да? Делаем Ctrl-D. Хотя нет, знаете, как мы сделаем? Мы сначала одну половину заделаем, а потом вторую будем заделывать. Значит, первым делом я, наверное, она у нас пришита. Давайте я шов уберу и сделаем следующее. Я ее сделаю на время симметричной. Convert to Symmetry Axis. И сделаю я клон as reference line. Зачем это надо? Это надо... Наверное, подождите. Я сначала не буду ее делать симметричной, сделаю... нет, все правильно. Значит, я убираю вот эти точки. У меня есть форма, к которой я буду стремиться. И я буду ее делать кривой. Значит, мне нужно C. Нужно сделать, чтобы вот эти направляющие следовали как бы... Ой, это ж надо было так. Вот. Вот за этими линиями. То есть, прям не то чтобы совсем они там уже повторяли один в один, потому что это все-таки кривая, и один в один оно повторять не будет. Но это должно быть приближено к тому, что у меня было изначально. Окей. Теперь у меня, когда с этой формой разобрались, можем удалить Remove Linked Editing. Убираем снова Remove All Baselines. Убираем вот эту точку и Alt-C, настраиваем вот эту кривую. 6,76, насколько я помню, там было. Да. Теперь мы можем делать следующее. Instance Pattern 1. Нам надо 8 штук. Вам это не видно, да? Instance Pattern 3. Instance Pattern 4. Теперь мы берем вот это вот, делаем Ctrl-D, и у нас появляется симметричная часть. Теперь попришиваем это. N. Значит, берем сюда, с шифтом зажимаем сюда. 1, 2, 3, 4. Ага. У нас 6,75 должно было быть, а не 6,76. Давайте исправим. Надо было сразу посмотреть. Так. Угу. Все. Повторяем еще раз. Instance pattern. Раз. Instance pattern 2. Instance pattern 3. Давайте я с этой стороны прошью, а потом сделаю Ctrl-D. Так, это сюда. С шифтом зажимаю сюда, сюда.
сюда. Дальше пришиваем это сюда, это сюда, это сюда. Теперь выделяем вот это. Ctrl-D. Так, все должно быть прошито. Да, все уже прошито. И давайте попробуем. Все. Здесь сшилось. Окей. Осталось сшить края. Так, N. Это с этим, и это с этим. Ну, что случилось? Ага, перекрутила. Так, B. Ctrl. Ну. Угу. Все, здесь окей. Так, мне не нравится, что это не в ту сторону смотрит. N. Окей. Давайте сошьем. Сшили. Так, и что это у нас такое? Давайте сделаем Ctrl-H. Усилим. И расположим. Да, еще сразу у нас снова нужно настроить вот эти швы. И это должно быть 270. Вуаля. Вот такой кепчик у нас получился. Давайте его расположим. И у нас это мягкая ткань, да? Да. Так, а какой у нас тут... Так. Что у нас тут? Grain Direction 0. Дальше 5. Опа. И вот, вуаля. Прекрасно все. Осталось нацепить пуговицу, и получится классная эта шляпа. Классная кепка. Так, давайте я вот это разморожу. И посмотрим, что будет. Да вообще супер. Так, как прицепить нам сюда пуговичку? Так, мне не нравится вот эта ткань. Хочется какую-то ткань чуть-чуть другую. Что это такое у нас? Wool. Plain. Twill. О, во. Чтобы она немножко расположилась получше. Прекрасно. Такой вот у нас картуз получился. Давайте, знаете, что сделаем? Пуговицу на него нацепим. Так, пуговица. О, у меня пуговица уже настроена. Давайте я ее сюда бабахну. Вуаля. Так, чтобы нам было виднее, давайте я забайкаю цвет. И посмотрим. О. Как вам такая красота? Так, ну, в целом, ок, чё. Единственное, не знаю насчет, не сильно ли он высокий. Ну, в смысле, 5 сантиметров, может быть, укоротить его. Где-то на сантиметр. Так. И сделать более округлым. Тогда, в принципе, должно получиться норм. 9 Б. Опа. Все. Такой козырек меня устраивает. Вполне себе. Ну что? Да, это что, у меня слетели тени, да? Мы можем что еще сделать? У этого всего сделать немножко давления, например, на единицу.
и посмотреть, что будет. Чтобы оно такое было немного надутое. Ну, вполне себе. Для красоты еще можем спустить его куда-нибудь на один бок. Или наоборот, на этот. Хотя обычно эти шапки были спущены назад, а не на бок. Картузы эти. Вот такая у нас получилась шапка. Так, это я, наверное, супер хард тоже задам. Так, и давайте ее немножко всю подымем, чтобы она лучше, ловчей как-то села на бошку. О! А то она уже на ушах висит. Супер! Мне прям нравится. Чем-то даже похоже на полицейскую фуражку этого американских полицейских. Только я не помню, их, наверное, 6-клиновая, а хотя, может, и 8-клиновая. Ну, в общем, неважно. Такая у нас получилась фуражка. Итак, давай-ка еще раз забейкаю свет, чтобы мы могли на нее посмотреть. Такая у нас получилась кепочка. Давайте попробуем здесь сделать давление побольше. Что-нибудь даст это? Нет. А что у нас за ткань-то вообще такая? Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Так. Еще что-то вязаное есть. Ну-ка. Если вот это... Ну, как-то даже прикольнее. Ха. Да. Вот так. А если я сделаю Ctrl-H? Гриб. Смешно. Так, все расправили. Ctrl-H. Все, пусть опадает. Ну и супер. Короче, вот такая кепочка у нас получилась. А сейчас я приглашаю вас посмотреть на работы участников нашего телеграм-сообщества. Девчонки сделали обалденные работы. И если кто-то хочет показать свои работы нашему сообществу, и чтобы я показала их в следующих видео на этом канале, присоединяйтесь по ссылке в описании, выставляйте свои работы, я обязательно буду показывать ваши работы в следующих видео. Ну а пока. Beautiful, elegant, intelligent, capable, loving, majestic.